Компания BYD, лидер в продажах электромобилей, продолжает удивлять своих поклонников новыми разработками. И хотя все эти автомобили фактически производятся под именем BYD, каждый из них относится к разным брендам, которые были представлены совсем недавно. Каждый из них использует уникальный дизайн, название и логотип. Так почему же BYD решила создать новые суббренды? Какие автомобили входят в каждый из них и в чем заключаются их основные различия? В 2021 году BYD приобрела контроль над бывшим совместным предприятием с Mercedes-Benz, компания Denza. Затем в январе 2023 года с нуля запустила бренд Yanwan. И уже в мае того же года был представлен еще один бренд – Фанчжэнбао. Новые суббренды BYD нацелены на различные сегменты рынка, позволяя компании расширить свой ассортимент. Denza представляет собой самый доступный вариант с ценой около 300 тысяч юаней, в то время как Yanwan является наиболее премиальным с ценой более миллиона. Очевидно, что по цене все три суббренда все же находятся в премиум-классе. Учитывая невысокую прибыльность от продаж доступных массовому потребителю электромобилей BYD, компания стремится улучшить свою финансовую ситуацию, начиная экспансию в более дорогие сегменты рынка. Это позволит компании увеличить доходы от передовых технологий, внедренных в каждый из этих суббрендов. Кстати, больше о истории компании BYD и ее классических автомобилях можно узнать в моем предыдущем видео. Компания BYD, которая традиционно продает свои автомобили исключительно через дилеров, решила применить другой подход для своих новых брендов. Открывать магазины, где автомобили продаются напрямую от производителя покупателю. Например, компания Yanwan имеет 90 магазинов в 40 городах Китая. Фанчжэнбао открыла более 150. Но лидером является Denza, имея 300 магазинов своего бренда. Давайте подробнее рассмотрим каждый бренд и их линейки автомобилей. Denza. Китайское название Тэнши можно перевести как «восходящая сила», а логотип, изображающий каплю воды, символизирует экологичность электромобилей. Как уже упоминалось, с момента основания в 2010 году компания представляла собой совместное предприятие китайской BYD и немецкой Daimler, в которой каждой компании принадлежало 50% акций. В рамках совместной работы немецкая сторона занималась общим дизайном, дизайном кузова и шасси, в то время как китайская сторона отвечала за электрическую силовую установку. Лишь спустя 4 года с момента основания компания запустила свой первый одноименный автомобиль, но только в ограниченном количестве городов Китая. Первый автомобиль Denza EV был создан на основе старой модели Mercedes-Benz B-класса, а электрическая силовая установка была заимствована от BYD E6. Продажи шли медленно, но совместное предприятие мало что делало для их увеличения. История компании свидетельствует о том, что совместное предприятие никогда не было действительно успешным, с множеством задержек и практически полным отсутствием продукции. В 2018 году, спустя 4 года после запуска, автомобиль Denza получил обновление и новое имя – Denza 500. Это указывало на то, что готовы новые автомобили. И действительно, в конце 2019 года Denza объявила о модели X. Хотя и эта модель в основном представляла собой копию BYD Tan с новыми передней и задней частями, хотя заявлялось, что дизайн Denza X был разработан Mercedes-Benz, но немецкий вклад в разработку автомобиля был незначителен. И уже в 2021 году Daimler и BYD окончательно согласились изменить структуру собственности своего совместного предприятия. Согласно новому соглашению, BYD контролирует 90% акций, а Daimler 10%. Немецкая компания теперь является только акционером и больше не участвует в разработке и производстве автомобилей. Тогда же BYD заявила, что бренд Denza будет переориентирован на электромобили выше среднего сегмента рынка. И уже в августе следующего года был запущен новый автомобиль минивэн Denza D9, цена на который составляет от 300 тысяч до 450 тысяч юаней. Denza D9 представлен в гибридном и полностью электрическом вариантах. Дальность хода гибридных моделей составляет 1000 км, из них 190 на электродвигателе, а остальные при полном баке с расходом топлива всего 6 литров на 100 км.
Дальность хода полностью электрической версии составляет 620 км, с максимальной мощностью зарядки до 166 кВт. Салон оснащен 7 экранами, 3 спереди, 2 на спинках передних сидений и 2 в подлокотниках второго ряда. 2 экрана на спинках сидений оборудованы камерами с разрешением 8 мегапикселей, которые можно использовать для видеоконференций или для мониторинга детей. Также между передними сидениями есть холодильник, доступный пассажирам второго ряда. Другие функции включают систему помощи водителю и дистанционное парковочное управление. Второй ряд капитанских кресел с регулировкой в 10 направлениях оснащен подставками для ног, функциями обогрева, вентиляции и массажа, а также 3 беспроводными быстрыми зарядными устройствами. В компании Denza также утверждают, что 7 пассажиров ростом 1,80 м могут путешествовать комфортно с 7 сумками размером 50 см. В интерьере салона широко используется натуральная кожа Наппа, а просторный панорамный люк пропускает много естественного света. В 2023 году Denza D9 стал самым продаваемым минивэном в Китае, с продажами в объеме около 120 тысяч единиц. Минивэн составил 82% продаж всего бренда. В июле 2023 года компания официально запустила Denza N7, полностью электрический купе-кроссовер. Цены на данный автомобиль в зависимости от комплектации варьируются от 300 тысяч до 380 тысяч юаней. Относительно зарядки, Denza N7 поддерживает одновременную зарядку через 2 порта. С использованием одного зарядного устройства N7 может достигать пика мощности зарядки до 150 кВт, в то время как использование 2 зарядных устройств увеличивает пиковую мощность до 230 кВт. В компании утверждают, что после зарядки всего 15 минут автомобиль может проехать до 350 км, а после зарядки всего 4 минуты до 100 км. Denza N7 построен на улучшенной и-платформе 3-го поколения от BYD, включающей передовые технологии, такие как структурная батарея CTB и система управления крутящим моментом iTech. Также в августе 2023 года компания представила своего рода рестайлинговую версию выпускаемых ранее Denza X и BYD Tan, только теперь под названием Denza N8. Цены на гибридную модель N8 начинаются от 320 тысяч юаней. Его максимальная скорость составляет 190 км в час, с ускорением от 0 до 100 за 4 секунды, с расходом топлива 6,5 литров на 100 км, а энергопотребление составляет 18 кВт-часов на 100 км. Автомобиль также оснащен интеллектуальной системой управления корпусом DISAS-C от BYD, которая добавляет дополнительные возможности для бездорожья. Кроме того, Denza N8 работает на батарее BYD Blade емкостью 45 кВт-часов, обеспечивающий диапазон хода на чистом электричестве до 216 км и общий диапазон до 1030 км с полным баком. Поддерживаются как медленные, так и быстрые зарядки до 90 кВт. Кроме того, автомобиль стандартно оснащен мобильной электростанцией, которая поддерживает мощность до 6 кВт и позволяет использовать автомобиль в качестве портативного источника электроэнергии для питания бытовых приборов. В будущем компания Denza запустит еще 3 вида автомобилей, названных E, Z и A. Таким образом, вся линейка образует аббревиатуру Denza. Фанчжэнбао. Название этого бренда, переводимое как формула Леопард, явно указывает на то, что его дизайн вдохновлен математическими формулами и подобными элементами. Например, его структура основана на двойном графике, а в центре логотипа расположена лента Мёбиуса, символизирующая эту формулу. Стоит не забывать о связи с образом леопарда. Согласно презентации основателя Ван Чуанфу, их логотип также отражает силу леопарда. В итоге логотип Фанчжэнбао представляет собой нечто необычное, однако он привлекает внимание и несет в себе свой уникальный смысл. Так как это самый молодой суббренд BYD, которому еще нет и года, в настоящее время ассортимент состоит лишь из одной модели – Leopard 5. Это гибридный внедорожник с рамной конструкцией, оснащенный 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 197 лошадиных сил.
2 электродвигателями и 3 блокировками дифференциала. Встроенная в автомобиль аккумуляторная батарея Blade емкостью 32 кВт-часов обеспечивает до 125 км дальности хода в электрическом режиме. При этом общий запас хода с полным баком и полностью заряженной батареей составляет 1200 км. Автомобиль разгоняется с 0 до 100 за 4,8 секунды, а расход топлива составляет 8 литров на 100 км. Leopard 5 является первой моделью, использующей новую гибридную платформу Dual Mode Off-Road и оснащенной гидравлической системой управления кузовом DIS-SP, которая автоматически регулирует его высоту. Передний угол проходимости составляет 35 градусов, а угол съезда 32. Интеллектуальный электропривод на 4 колеса обеспечивает лучшую проходимость. Автомобиль, так же как и ранее рассмотренный Denza N8, может использоваться в качестве генератора мощностью 6 кВт. В салоне на передней панели расположены 3 экрана: 12-дюймовая приборная панель, такого же размера экран для пассажира и 15-дюймовый для центрального управления. Интерьер доступен в 3 цветах – синий, зеленый и бежевый, которые вдохновлены камнями, озерами и пустынями соответственно. Кроме того, в салоне присутствует многоцветное освещение и автоматический панорамный люк. Пассажиры имеют доступ к встроенному контейнеру, который поддерживает как охлаждение, так и нагревание напитков. В Китае Leopard 5 предлагается в 3 комплектациях – от 290 тысяч до 350. Цены же на опциональные конфигурации в Китае довольно удивительны. Например, можно обновить стандартные колеса на Michelin или Pirelli с 6-поршневыми тормозами, все включая запасное колесо, окрашенные арки колес и так далее, за дополнительные 10 тысяч юаней. Если бы это был автомобиль от Mercedes, BMW, Audi, цена была бы в 3 раза выше. В будущем линейка моделей Fancheng будет включать 3 модели внедорожника. Кроме уже имеющегося Leopard 5, во второй половине 2024 года будет запущен более крупный Leopard 8, а затем последует полностью электрический и более короткий Leopard 3. Кроме того, Fancheng планирует выпустить 2-3 электрических спортивных автомобиля, первый из которых будет запущен в 2025 году. Yanwan. Основатель BYD Wang Chuanfu, как и планировалось, в январе 2023 года презентовал новый бренд Yanwan и гибридный вседорожник U8. А вот суперкар U9 по-настоящему удивил всех на презентации, так как был представлен внезапно, со словами «и еще одно важное объявление». До этого факт разработки этого автомобиля тщательно хранился в секрете. Слово Yanwan на китайском буквально означает «смотреть вверх». А логотип бренда вдохновлен древнейшей китайской письменностью Дзягувэнь в виде иероглифа Диэн, который интерпретируется как электричество или молния. Исходя из информации на постере с презентацией бренда, буква U в названии линейки автомобилей означает Ultimate, последний исключительный, показывая, что эти автомобили представляют собой самую высокую исключительную версию с наивысшими характеристиками и функциональностью. Таким образом, Yanwan является брендом BYD, который выпускает электромобили премиального класса, в котором BYD демонстрирует свои лучшие технологии. Модель U8 представляет собой полноприводный электрический автомобиль с увеличенным запасом хода. Автомобиль оснащен 4 электрическими двигателями по 220 кВт каждый, с общей выходной мощностью 1180 лошадиных сил. Электрическая силовая установка сочетается с 2-литровым турбодвигателем внутреннего сгорания, который работает как генератор энергии для батареи, но не соединен с колесами. Литий-железофосфатная батарея Blade имеет емкость 49 кВт-часов и обеспечивает запас хода 180 км. При полностью заряженном аккумуляторе и баке объемом 75 литров автомобиль может проехать 1000 км без остановок. Максимальная скорость ограничения 200 км в час, а разгон от 0 до 100 составляет 3,6 секунды. Автомобиль оснащен гидравлической системой управления кузовом DIS-SP, которая позволяет автомобилю подниматься и опускаться на 15 см. Несмотря на такие габариты, автомобиль рассчитан только на 5 пассажиров, не предлагая варианта с 3-м рядом сидений. Вес автомобиля 3,5 тонны.
Говоря о запуске модели U8, это первый в мире электрический внедорожник с 4 двигателями с технологией i4, который позволяет автомобилю двигаться боком, как краб. Этот режим может быть полезен на оживленных парковках и узких дорогах, где маневрирование может вызвать затруднения у водителей, особенно у тех, у которых недостаточно опыта вождения. Технология i4 представляет собой новый колесный мотор, который приводит автомобиль в движение с помощью 4 независимых двигателей, не требуя поворота рулевого колеса. Это позволяет автомобилю осуществлять поворот на 360 градусов на месте, за что его называют танковым. Технология 4 независимых колесных моторов i4 может контролировать движение автомобиля через регулирование крутящего момента на колесах в реальном времени, чтобы помочь водителю в случае отказа рулевого управления или пробоя шины. Эта технология разработана компанией на 100% самостоятельно и подходит для чисто электрических и гибридных платформ, охватывая внедорожные, суперкары и другие модели. По данным BYD, система полного привода с электронным управлением реагирует в 100 раз быстрее, чем традиционная. Кроме того, автопроизводитель сообщил, что внедорожник способен продолжать движение со скоростью 120 км в час, даже с пробитой шиной. Ван Чуанфу также заявил, что технология i4 будет устанавливаться как стандартное оборудование на всех моделях бренда Yanwan. Из интересного, автомобиль Yanwan U8 также оснащен технологией водонепроницаемых двигателей и герметизации кузова по стандарту IP68, что позволяет внедорожнику плавать или скорее ходить по воде. Но все же, как это работает? Когда автомобиль обнаруживает глубину воды выше предельного значения, активируется экстренный режим плавания. В этом режиме автомобиль выключает бензиновый двигатель, система DSSP поднимает подвеску до максимального уровня, окна автоматически закрываются, кондиционер переключается в режим внутренней циркуляции, а люк открывается для обеспечения экстренного выхода. Автомобиль способен оставаться на плаву в течение 30 минут и двигаться вперед со скоростью 3 км в час. Хотя BYD отговаривает владельцев от этого, поскольку это предназначено лишь для экстренных ситуаций, таких как внезапные наводнения. После таких водных процедур владельцам все-таки необходимо обязательно обратиться в сервисный центр для осмотра. В Китае Yanwan U8 продают почти за 1 100 000 юаней. Наладив производство и уже продав около 1500 машин в Китае, BYD в 2024 году представила U8 в Европе на Женевском автосалоне. Второй автомобиль Yanwan – это электрический суперкар U9, который компания оценила в 1 700 000 юаней. Компания начала принимать предварительные заказы за 300 000 юаней. Как обещают, поставки начнутся в середине 2024 года. Этот полностью электрический суперкар также использует платформу i4 и оснащен системой подвески DSUS X от BYD, которая позволяет ему двигаться на 3 колесах. И если U8 может ходить по воде, то U9 может танцевать. Четыре электрических двигателя обеспечивают питание с общей мощностью 1280 лошадиных сил. Автомобиль имеет полноприводную систему и способен разгоняться от 0 до 100 за 2 секунды. Электрический двигатель может развивать обороты до 21 000 оборотов в минуту. Официальная максимальная скорость модели Yanwan U9 составляет 309 км в час. Она была протестирована на знаменитом шанхайском международном треке, где установила официальное время круга в 2 минуты 17 секунд и 65 миллисекунд. А вот время других автомобилей для сравнения. Батареи Blade емкостью 80 кВт-часов достаточно для преодоления 460 км по стандарту CLTC. Максимальная мощность зарядки составляет 500 кВт, а масса батарейного блока составляет 633 кг. Вес автомобиля в рабочем состоянии составляет 2,5 тонны, что довольно много для суперкара. U9 может заряжаться от 30% до 80% за 10 минут. Суперкар также поддерживает двойную зарядку, так же как и раньше упомянутые автомобили Denza.
U9, как и его старший брат U8, может выполнять поворот на месте. А вот интерьер довольно скучный, особенно по сравнению с ярким экстерьером, где переднюю и заднюю части можно назвать чрезмерно насыщенными. 3 экрана имеют широкие рамки и выглядят как что-то из 2010-х. Большой вертикальный экран имеет размер 12 дюймов и размещен посередине, как центральный управляющий экран. Руль с 3 спицами довольно крупный, как и полагается суперкару, и имеет много физических кнопок. Система кокпита суперкара называется D-Link и работает на базе чипа 4nm с поддержкой 5G, разработанного BYD совместно с Qualcomm. По данным Yanwan, у двигателей есть магниты постоянного тока, устойчивые к высокой температуре и демагнетизации, что улучшает эффективность работы мотора. Они могут выдерживать температуру до 200 градусов Цельсия, в то время как обычно магнит электродвигателя может работать при температуре около 140 градусов Цельсия. Кроме того, присутствует контроллер из карбида кремния, который повышает максимальную передающую способность до 99%. Для ясности, эффективность обычных автоматических коробок передач варьируется от 86% до 94%. Термическая система управления Yanwan U9 включает в себя 2 электронных насоса на передней и задней осях. Каждый из них управляется независимо, охлаждая моторы. В январе 2024 года Yanwan представил новый автомобиль в линейке, который готовится к запуску на рынок – премиум седан U7. На сегодняшний день об автомобиле известно немного, а лишь то, что у U7 будет 2 диапазона хода по стандарту CLTC – 720 км и 800 км. Из-за химической формулы батарея Blade у U7 будет довольно тяжелой, и ее вес составит 900 кг, что является третью снаряженного веса этого седана. Общая мощность будет достигать 1280 лошадиных сил. Его максимальная скорость будет составлять 270 км в час. Yanwan U7 появится на китайском рынке в этом году с целью конкурировать с Mercedes EQ, BMW i7, NIO ET9 и другими высококлассными электрическими седанами. Сейчас же остается только следить за обновлениями. Спасибо, что досмотрели. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.